Позволю себе лирическое отступление, если так можно сказать. Говорят, что рыба на червей самцов лучше клюет, чем на самок. Так вот, как это проверить? Берешь червяка, помещаешь его в рот и зажимаешь зубами и тянешь. Если он спокойно пролазит между зубов, то это значит самка. Если цепляется, сами знаете чем, то значит самец. Проверять, наверное, буду в следующей серии. А у нас монетка. Всем привет, народ! Сейчас вкратце расскажу, что я здесь вообще делаю. В прошлом году мы с друзьями глубоко впали в детство и решили поиграть в войнушку. Вот по этим местам, по этому лесу и возле его мы бегали, играли в пейнтбол. И я здесь потерял ключи. Ну вот на поиски их я сегодня и вышел. Что удастся найти кроме ключей, я тоже покажу. Сказать, что места здесь красивые, это ничего не сказать. Здесь множество вот таких вековых дубов. Возле самого леса течет речка. Ну и множество вот таких дорог. И на одной из них я надеюсь найти свои ключи. Ну и вот первая находка на этой дорожке. Если не ошибаюсь, это пуля Минье. Здоровая и тяжелая. Интересно. Прошел я метров 20 от того места. И снова пулька. Вроде бы она такая же самая, как и прошлая, но это намного меньше. К чему бы это? Ну вот и первая монетка. Это советик. 2 копейки 1989 года. Сохран неплохой. Начало есть. А вот это уже поинтересней. Думал, пуговица. Вот помыл. Почистил немножко. И вот что появилось. Похожую штуковину я уже как-то находил. Но на поле. Может, тканина какая? Похоже на эмаль. Даже не знаю. Пусть будет. Снова находочка. И на сей раз пуговица. Она вроде бы металлическая. Почему-то мне кажется, что это современка. Виднеются какие-то буквы, вроде бы как английские. Ладно, идем дальше. Что-то мне в этом сезоне на топоры везет. Но это странный какой-то. Кто знает, для каких целей он служил, напишите, пожалуйста.
Буду благодарен за информацию. Здешние места мне довольно знакомы. Ну, по крайней мере, я так думал. Недалеко отсюда находится моя деревня, и я думал, что здесь все облазил в детстве. Но был неправ. Смотрите. Сейчас поближе подойдем. Вообще без понятия, откуда это дом. На картах вроде бы нету. Может, плохо смотрел. Не, сюда я не полезу. Вдали сарай виднеется. Вот такие здоровые липы. Там что-то вроде бани, либо погреб. Погреб, скорее всего. А вон там вдали яблони. Сад был. Значит, где-то и огород поблизости должен быть. Надо здесь походить обязательно. Посмотрим, что здесь удастся найти. Вроде бы нахожусь я сейчас на огороде, либо поблизости. И вот первая империя. Наверное, империя. Думал, баратина, но за большая для ее. Кстати, баратинку я тоже нашел. Виднеется конь всадником. Честно сказать, для меня это интересная монета. Вы, может, будете смеяться, но это третья либо четвертая баратина, которую я находил. Монетка старая. Смотрим дальше. Кто-то говорил, что есть такая примета. Если есть баратинки, значит, еще на этом месте должны быть другие хорошие монетки. Но, видимо, не всегда эта примета сбывается. Одна копейка. Советы. Время еще есть. И унывать мы не собираемся. Кто-то видел яхту Абрамовича, кто-то на ней катался, а я ее нашел. А какая. Назовем ее победой. Ну что, поплыли дальше. Пуговица. Я так понимаю, это обычная рабоче-крестьянская. Ушко есть. Смотрим дальше. Похоже на зацеп от пряги. Может и нет. Но если от пряги, то постараюсь ее найти. После крайней находки лазила где-то полчаса, минут 40. И вот что удалось найти. Это вроде бы конина. Какая-то пряжка. Но, возможно, она тоже служила для конской упряжи. Какая-то странная разбежка во времени. То Баратенко 1550-х годов, то Советы. Разбежка почти 5000 лет. А вот это уже интересней. Я так понимаю, это запонка.
Вот эмаль такая красивенькая. Ха, ну я доволен. Интересная находка. Идем дальше. Сука, где мои ключи? Ну вот, очередная империя. Правда, убитая. Это Николай II, я так понимаю. 1/2 копейки. Пускай она и не очень, но сам факт находки, конечно, радует. Будем надеяться на что-то лучшее. Вот очередная находка. Поверхностная. Ногой разгреб листья. Видел монетку. Это советы. 69-й год. Сребра хочу. Попалась вот такая приблудина. Хотел сразу запустить в кусты, но помыл. Почистил немного. Почему-то мне кажется, что это запчасть от самовара. Хотя, может, и вряд ли. Но пусть полежит до лучших времен. Ветерок немножко поднимается. У меня очередная находка. Под листьями. Вот что я нашел. Сигнал странный был. Прям как мои ключи звенел. Тут откуда ни возьмись появилось 3 копейки. Сохран хороший. Советик тоже монета. Я ими не брезгую. Для меня любая монета дорога, как находка. Перебрался я поближе к яблоню. И вот очередная барасинка. Битая, конечно, но сам факт радует. Нашел я пуговицу, такую обычную. И еще одну, уже поинтересней. Мужик с конем, корона сверху и надпись. Первой гимназии что-то. Здесь надпись ушко сломал, когда чистил, вот оно. Интересная пуговичка. Ладно, идем дальше. А вот и иностранщина пошла. Это у нас 1 грош. 1931 года. Сохран хороший, что не может не радовать. Кстати, о птичках. Вот такая вот птичка прилетела к нам из Польши под девизом «Орнитологи всех стран, воссоединяйтесь». Вот еще одна пуговичка. Скорее всего, обычная гражданская, но с тыльной стороны есть какие-то надписи. И недалеко от нее лежала вот такая монетка. Она убита, конечно. Надпись есть какая-то.
Вроде как орел. Ну ладно, время еще немного есть. Посмотрим, что удастся найти. Интересное здесь место. Буратосов я находил мало, а за сегодня их нашел больше, чем за все время. Подумал очередной буратос, но вряд ли. Монета убитая, но, по-моему, на барачинку не похоже. Если кто знает, подскажите, пожалуйста. Просто интересно для себя. Буду очень благодарен. Ладно, полчасика еще погоняю и, наверное, буду собираться. А у меня очередная империя. Это 1/2 копейки 1892 года. Это у нас Александр Третий, я так понимаю. Дома я ее отмочу. И сохран получится очень и очень хороший. А у меня очередной буратос. Убиенный, к сожалению. И вот такая вот приблудина. Либо это зацеп, либо обычная, либо запчасть от молнии. Похоже, кстати. Ну, большая. Ну вот, что за сегодня удалось найти. Это с утра до самого вечера. Запонка вот интересная. Непонятно, что это. Так, ну и здесь более-менее ясно. Яхта Абрамовича. Пуговицы. Вот это вот прикольная, конечно. И монетки всех. Так, вроде бы 16 штук. Ну, количеством взял, конечно. Почти все это я нашел в саду. Примерно там, где должен быть огород. Ну, я так думаю, что он там был. Ямок я здесь не видел, а значит, будет повод вернуться. Тем более, ключи-то я еще не нашел. Ладно, ребята, я, наверное, потопаю домой. В заключение хотелось бы вам пожелать всего хорошего, счастья, любви, удачи, здоровья. Самое главное, наверное. Ну, естественно, мне будет приятно ваша подписка. Это меня очень стимулирует. Ладно, ребята, всем пока.